Привет, мои хорошие! Сегодня я буду делать себе белый выкладной френч, а также немного расскажу, как я убила свои натуральные ногти. Если вам интересно, тогда присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Сейчас расскажу вам, как я довела свои ногти до такого состояния. Как вы знаете, я очень люблю смоделированные ногти, особенно выкладной френч. Прошлый маникюр не был исключением, у меня был красный выкладной френч, который мне очень нравился. Но с ними случилась неприятная ситуация. Мы с мужем собирались на концерт, и буквально за час до выхода я, как бы сказать, не вписалась в поворот и сломала 2 ногтя на правой руке, причем сломала очень больно. Конечно, настроение было немного подпорченным, уже переделывать ногти не было совсем времени, поэтому я решила просто снять смоделированные ногти. Делала это очень быстро, так как вы знаете, левой рукой на правой это вообще делать не очень удобно, поэтому, наверное, в результате немного перепилила свой натуральный ноготь, хотя вначале я этого совсем не заметила. Спустя 2-3 дня я уже начала замечать, что у меня на некоторых пальцах на правой руке начал появляться анихилизис. Очень сильно он начал проявляться после генеральной уборки. Так как ногтевая пластина возле свободного края была тоненькая, а как вы знаете, когда мы делаем генеральную уборку, мы все трем, дерем, и, конечно, идет очень сильное давление именно на ногти. Поэтому, естественно, отслоение становилось больше. В этой ситуации я совсем не кипишевала, ведь я знаю, что виновата сама. Перепилила свой натуральный ноготь возле свободного края, вот и имею последствия. Ничего страшного в этом нет, просто нужно время, чтобы натуральный ноготь срос. Конечно, если бы у меня на тот момент было больше времени, я бы, наверное, все-таки свой натуральный ноготь перекрыла бы твердым материалом, чтобы он был бы более защищен от внешних повреждений. Конечно, за эти слова кто-то меня может очень сильно раскритиковать, ведь многие знают, что анихилизис перекрывать никакими материалами нельзя, но это мои ногти. Я точно знаю происхождение моего анихилизиса, почему он у меня появился, и я собиралась перекрыть его именно твердым материалом, который не дает никакой усадки и будет только защищать мой натуральный ноготь. Но свободной минутки у меня так и не оказалось, поэтому на правой руке у меня так и не было ногтей. А вот на левой, конечно, ногти были, потому что я для вас снимала очень много разных мастер-классов. Поэтому на левой руке я буду делать себе коррекцию, а вот на правой руке буду моделировать ногти с нуля. Ну, конечно, для этого мне изначально нужно подготовить ногти. Сначала сделала маникюр, затем немного пилкой прошлась по ногтях, чтобы приподнять чешуйки, затем нанесла вспомогательные жидкости и базу. Конечно, очень важным этапом в моделировании является подготовка шаблона. Именно от него зависит очень многое. Сегодня на этом останавливаться не буду, так как уже не раз об этом говорила. Определившись с длиной, выкладываю подложку. Сегодня она немного плотнее, чем обычно, потому что я хочу снять форму. Для подложки использую обычный прозрачный однофазный гель. Отправляю руку в лампу примерно на 10 секунд, после чего достаю руку и поджимаю форму, чтобы подложка стала уже. После полной полимеризации материала я снимаю шаблон, делаю это очень аккуратно, чтобы не оторвать подложку. Затем снимаю дисперсионный слой и с помощью пилки придаю подложке форму. Смахнув пыль, теперь могу выкладывать ногтевое ложе. Делать это сегодня буду с помощью Fast геля номер 1. Left hand feels so heavy, anchored to your memory.
Когда ногтевое ложе полностью заполимеризовалось в лампе, вытираю липкий слой и с помощью пилки придаю бортику четкости. Для хорошего контраста белым гель-лаком подвожу линию улыбки. Для свободного края я использую белый гель-желе, мне он очень нравится, просыхает в любую толщину. Конечно, можно было бы еще эти ногти зажать с помощью щипцов, но я уже не стала рисковать, так как мой натуральный ноготь еще немного тонковат, и я бы не хотела давать на него еще нагрузку. Поэтому даю белому гелю полностью высохнуть и приступаю к опилу. Конечно, делать это безумно неудобно на правой руке, я думаю, все, кто делает себе сам ногти, меня поймут. Поэтому немного пришлось помучиться. После того, как завершила опил, прошлась еще алмазным шариком по коже вокруг ногтя. Ну и, конечно, мой любимый этап – перекрываю ногти топом. Вот такой результат у меня сегодня получился. На правой руке я моделировала ногти с нуля. Конечно, не все идеально, потому что ногти смотрят все в разные стороны, но уж такие они получились. А на левой руке я делала коррекцию. Камуфляж немного отличается, потому что я работала разными материалами. Немного попозже расскажу о новом материале, который я сегодня тестировала именно на левой руке. Мне очень интересно, как он относится, и если все будет удачно, я вам об этом материале, конечно, расскажу поподробнее. Ну и надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока и хорошего настроения, ведь это самое главное.